Смерть не является для меня чем-то страшным. Оно просто как бы изменение какое-то очередное. Как сказано в стихотворении Фридриха Ницше: «Сотни раз живой скелет, жалкий червь, на дне могилы вновь я жизнь, и дух, и свет, и дыхание новой силы». Это постройка 13-го года. Здесь жили исключительно бедные люди. И в какой-то степени это фонит до сих пор у меня в голове. Иногда шепоты прежних обитателей, они доносятся где-то внутри этого помещения, когда остаешься один. Но это скорее помогает в работе. Сначала просто это был интерес в детстве, там, в юности, а потом уже более осознанно. Я это ценил всегда, и эти предметы, найденные предметы, их значения. Это все какая-то магия, которая окружает тебя в мире, в котором ты находишься. В черепах я не вижу для себя ничего мрачного или ужасного. Напротив, это ипостась жизни и ее временное перемещение материальное. Черепа с рогами животных – это отсылка к личности Николая Ивановича Борисова, который мечтает уйти в такой заветный лес. И любимым животным его является олень. Поэтому все рога, они мне напоминают именно этого персонажа. Я имитировал дневниковые его записи. Это послужило разработкой для многочисленных выставок с участием объектов, живописи, исследования такой параллельной жизни, его внешней. Он работает бухгалтером на деревообрабатывающем комбинате. И внутренней работы, связанные с фобиями и с пристрастиями какими-то нездоровыми. Это как бы не всем, конечно, нравилось, но это же искусство. Искусство, как сказал Томас Манн, это и есть болезнь. Червоточинка, она и есть причина возникновения художественного творчества. Это как ракушка, которая имеет какой-то там изъян или соринку, которая превращается в жемчужину. Вот это суммарный объект, который описывает какие-то аспекты жизни этого странного человека. Воспоминания об отце, такое мрачное предвидение своего будущего в виде вот этой такого черепа с носом. Различные линейки, которые олицетворяют пространственные ориентиры, которые он пытается вокруг себя наметить. Материал, который окружает вот этот ассамбляж и который должен экспонироваться вокруг них. Вот это серия фотографий, таких автопортретов этого персонажа. В разное время жизни он сфотографирован, видите, в отроческом, среди леса, такой для него идиллической обстановке. В более зрелые годы. Но это мои фотографии. Я ставил свет, наряжался. В течение года или двух я сделал огромное количество вариаций на эту тему. У каждого человека есть какие-то темные участки сознания, и уже другой вопрос, собирается он ли их рассматривать и анализировать, или собирается поскорее забыть. Но я вот склонен анализировать их и разбирать более подробно.
последняя же ипостась борисовской истории, да, что он находит шкаф, там гильотину он делает невольно, не понимая значения. Гильотина связана в моем сознании с дискурсом насилия, появления революции французской, важнейшим таким историческо-психологическим актом. То есть история незамысловатая какого-то полусумасшедшего человека приобретает глубину исторического анализа. Любой проект, он продолжает жить, тлеть. Иногда он начинает вспыхивать, иногда затухает. С 1966 года у меня тянется тема шкафа, и она бесконечно меня волнует и продолжает будоражить. Меня не интересует смена декораций быстрая. Основательность постановки у меня на первом плане. Я собирался быть книжным иллюстратором. Наподобие вот как Кабакова, Булатова, Пивоварова. Но я не мог долго вот сидеть за столом и рисовать на какую-то определенную тему. Вот мы подошли к основному механизму этого этажа, афортному станку. Здесь я сделал цикл большой к ярмарке тщеславия Текирея, моей капитальной книжной работы. Для меня это было большим подспорьем в том смысле, что я вышел из такого внутреннего кризиса, поскольку я не мог работать непосредственно вот как бы с листом бумаги. И это как-то меня выручило, потому что изготовление медной доски, изготовление кислотных растворов, их пропорция, это все-таки для меня очень было интересно. И этим объясняется, что и фотография для меня была занимательна, потому что тоже это связано с такой алхимией какой-то внутренней. Первый опыт моего знакомства со съемкой произошел в глубоком детстве. Меня привезли из Грузии в Москву, и я увидел камеру. Меня тогда поразило, что в этой коробочке черной все события улицы в миниатюрном виде как бы были сфокусированы вот на матовом стекле. И это какой-то был просто магический мир, который произвел на меня колоссальное впечатление. И вот к институту, к Авгику, это уже превратилось в потребность. Одно время я даже запрещал себе снимать, потому что мне казалось, что нужно в голове держать вот увиденные какие-то яркие такие сцены, что эта фотография омертвляет память. Так как это было почти навязчиво, вот эти стремления к фотографиям, то я даже для себя назвал это демоном фотографии. Мне хочется продемонстрировать наводку на резкость первого элемента из серии «Изменения». И это символический кадр, который открывает эту серию. Вот так я сейчас выгляжу. А сейчас я вам покажу фотографии, которые были сделаны 40 лет назад. Никогда я не рисовал автопортретов. Но, тем не менее, я, конечно, индивидуалист глубокий, и личность моя в моем искусстве занимает такое доминирующее место. Я являюсь идеальной натурой, которую можно бесчисленный раз менять. Никто другой бы не пошел на это. Вот здесь это замуровывание. Лицо заливается раствором гипса, потом он разбивается, гипс заливается краской, и в конце концов оно тоже исчезает. В этом смысл искусства, когда из живого образца получается уже недвижимое изображение какое-то из твердого материала. А потом оно дематериализуется. На замену произведениям готового искусства
я предпочитаю расставлять многочисленные предметы. Для меня каждый предмет имеет свою историю, и будет какие-то эмоции, которые помогают, в принципе, мне работать. Здесь собраны различные совершенно предметы, которые окружали меня в детстве. Вот это моя игрушка еще из далекого вот этого горного селения, где я родился. Потом, ну вот как бы вот эти две кремлевские башни, нелепые термометры. Это воспоминания о 50-х годах, когда я приехал в Москву и когда меня окружала такая столичная, в то время сугубо сталинская культура. Это подарок моего большого друга Лени Сокова. Мы учились вместе, дружили, и Соков и Косолапов, мы всегда были подвержены, конечно, влиянию как бы среды и идеям, которые как бы носились в воздухе. И тут происходит вот то, что я от более такого романтического начала первых моих работ перехожу к осознанному восприятию искусства. Рима и Валера Герловин очень как бы сильно повлияли на нас с Леной, поскольку они были такими художниками направленными, целеустремленными. И они и олицетворяли вот для нас понятие концептуализма. То есть они нас познакомили с Монастырским. И мы как-то очень сразу с ним подружились и очень быстро стали как бы сотрудничать с ним. Монастырский пригласил меня поучаствовать в акции «Место действия». Получилось творческое взаимопонимание, и он оценил мои возможности как фотографа. И так длилось, пока коллективные действия не достигли своего апогея. Вот. Это 20 лет КД. Но мы всегда в такие дни собираемся, или бывает посвящена этому акция какая-нибудь специальная, и отмечаем этот праздник, все члены группы, и какие-нибудь гости еще даже. Да. Ну вот, и к такому дню важному готовится атрибут. Находим подходящие какие-то вещи, которые вот, ну, что-то символизируют. Это ведь на самом деле стандартная часть надгробия советскому воину, да? Вот там такая красная пирамидка, а сверху такая звезда. Значит, все-таки она касается идеологии советской. И тем самым намекает на то, что КД возникла вот в советское время. Подставочка. Она нейтрализует серьезность вот самого этого символа. И тем самым вносит иронический момент. Но вместе мы очень хорошо работаем, по-моему. Игорь пластически очень хорошо все осуществляет. Ну, а я как бы, ну, скорее мыслю концептуально. Началось все с рыбной выставки. Нашли на помойке каталог, на котором картинок почти не было видно, то есть очень плохого качества это все было. Но зато названия были замечательные. Мы решили реконструировать эту выставку. В данном случае вот эта работа, конкретно существовавшая когда-то, называлась «Матка Микоян». Тут сосредоточена некая такая герметичность и, что характерно, обращение к медицине, как к анализу патологии. В данном случае патологии идеологии. Рыбная выставка стала этапом отделения таких объектов каких-то отдельных к более цикличному какому-то виду искусства, вот как к инсталляции. Пространственное искусство, да, оно стало доминировать. Это макет башни Татлина, расположенный на Мухоморе. Тема возникла в 2002 году в галерее «Эксель» и на выставке, которая получила название «Паган». Выставка состояла из многочисленных вот таких грибов, выросшей из недр башни, артефактов из архитектуры как авангарда, так и современной, которые в какой-то степени обладали такой безуминкой.
Мы исходили из такой мифической концепции, что пользование алкалоидом из этого гриба привело к изменению такого внутреннего сознания нации. Этим объясняется особенность русского человека. Стремление к безудержности, легкое отношение к революциям и экспериментам. Башня Татлина – одно из ключевых моментов русского авангарда, использована как символ вот такого дерзновенного отношения к истории, к природе. И она водружена вот на увеличенной шляпке мухомора. Наши работы как бы антиутопичные. Можно сказать, разоблачение утопии, как мы ее воспринимаем. И вот тут яркий пример такого иронического отношения к утопическим идеям. Башня Татлина – это Вавилонская башня нашего времени, поэтому они были связаны в Венском музее. Брейгель для меня в юности очень много значил. Так представить, что твои поделки стоят рядом с таким шедевром, ну, это было невероятно для меня переживание. Как бы дикое сочетание мухомора и Татлинской башни с брейгелевским таким живописным началом, все-таки оно как-то вот читалось. Ну, зрители, конечно, нельзя серьезно относиться к реакции зрителей, но они считали, что это часть базовой экспозиции. Так как здесь, на этом этаже, мы коснулись темы русского авангарда, можно перейти к творчеству Казимира Малевича, которое мы очень широко используем. Я просто люблю его как художника. Я неоднократно восхищался им, а потом делал какие-то апроприации, полные и восторга, и иронии. Это произведения псевдореалистические, с введением символики Малевича. Источником вдохновения для этих полотен послужил журнал «Сельская молодежь», выходящий в сталинское время. И там я нашел многочисленные сюжеты, которые, с одной стороны, характеризуют эпоху, а с другой стороны, полные такой суггестии, которая уже утрачена. Я владею, конечно, основами живописного искусства, поскольку прошел такую школу довольно серьезную в Масхшае, и дальше в Авгике тоже было неплохо поставлена живопись. Но как таковая живопись не является для меня вот таким доминирующим видом творчества. Я свободно могу сделать, воспроизвести почти любой мой замысел, но только в рамках общего инсталляционного плана. Вот здесь как раз тоже изображен лес Борисова. Это сопровождает его инсталляция, которая называется «Музей Борисова». Для меня, как художника, имеющего касательство к концептуальной школе, красивое, совсем непривлекательное слово скорее носит негативный характер. Это как бы может вызвать только ироническое отношение. Мы стоим перед составными частями очень значимой для меня работы, ассамбляжа или микроинсталляции, которая называлась «Сон живописи порождает чудовищ». Название связано со знаменитым афортом Гои. В глубине шкафа лежит маленькая кроватка детская. И на кроватке лежат заботливо уложенные и таящиеся в бездействии тюбики с краской. В этом и ключ работы. Живопись отходит, живопись засыпает. И вместо традиционной живописи на свет появляются чудовища Франциско Гои. Только они в виде таких нелепых напоминаний
о быте советской эпохи, фантастических галошах, неизвестно для чего произведенных такого странного, необъяснимого цвета. Они, как некие насекомые, покрывают стены, окружение ассамбляжа. Это свидетельство уходящей эпохи и ее абсурдности, ее антиэстетизма. Всякий предмет, который интересен на улице, я его тащу сюда. А потом это превращается просто в ужас. Окружен бессмысленными дурацкими предметами, которые не хватает духа выбросить опять. Такой какой-то случайно найденный предмет, он напоминает какие-то, истории. Я же весь наполнен какими-то историями. И эти истории, они взывают к моему сознанию. Их можно назвать и питательной средой для моего творчества. Это работа и есть жизнь для меня. Если я прекращу работать, я не знаю, я жить не смогу. Меня интересуют конструкции из уже сделанных идей, работ. Вот некое коллажирование. Я могу просто там работать, вспоминая какие-то части своих инсталляций, рисунков, графики, создавая из них новые такие композиции. Сам Борисов, если бы меня спросили, о чем это, о моей юности в Москве, потому что вот эти пейзажи, эти ночные окна, это все оттуда, и вся его жизнь убогая, двойная жизнь, это все воспоминания юности, воспоминания острые. Я не специально тут оказался вот с мастерской, все случайности, но это очень важный район для меня. Меня всегда привлекали с ранней юности зажженные окна. Может быть, самые заурядные какие-то люди или предметы, но они кажутся такими привлекательными. Такие золотые аквариумы, где плавают неясные тени, сверкающие. Именно такой город я любил. Я воспринимаю себя как часть советского искусства. И этим объяснимо и мое сознание, мое восприятие некоторых явлений, мой культурный уровень. И я никуда от этого не денусь. Большие художники, там, как Булатов, Кабаков, тоже продукты этой эпохи. И их преимущество, их сила заключается именно вот в этом, в том, что они жили при советской власти и стремились преодолеть это советское начало, и этому ему удалось это. Но они никогда не станут западными. И это нельзя воспринимать как отрицательные какие-то качества. Вот сейчас, вспоминая это время, я не жалею, что я не уехал. И отсюда и позиция художника. Все-таки это очень сложно стать равноправным западным художником. Здесь совсем другая ситуация все-таки. У нас отсутствует важная составляющая какая-то. Хотя и говорят русского искусства, его еще нету, потому что оно было уничтожено, и оно только-только начинает как бы воссоздаваться. Еще вот нужно как бы залезать раны, которые были нанесены культурой и искусством в советское время. Но они постепенно проходят. Я верю, что это все исправится. Но это нужно время. Мне интересуют художники молодые. Я чувствую себя свободнее, потому что молодое поколение делает то, что я уже сделать не могу. За меня они делают гораздо лучше какие-то вещи. Тем самым я освобожден и имею внутреннее право находиться в своем пространстве, более традиционном. И оно уже узаконено для меня. Я нахожусь на совершенно разных территориях, откуда могу с большим интересом наблюдать за развитием
более молодого поколения. Я для себя на верной такой дороге, которая позволяет мне углубиться в вопросы, которые каждый художник имеет для себя и которые он решает до конца своей жизни.